Всем привет! Наконец-то я вернулась после долгого перерыва, и это первое видео на моем канале в 2021 году. Уже не так много времени осталось до Дня Святого Валентина. И сегодня хочу показать вам, как можно сделать очень красивые винтажные подвески своими руками. Специально для этой переделки я купила вот такие елочные игрушки в форме сердечек. У них красивая форма, но выполнены они не очень качественно. Очень часто на недорогих пластиковых игрушках ярко выраженный шов сбоку. Его нужно хорошенечко зашкурить. Также зашкуриваю всю поверхность, чтобы снять слой позолоты. А для того, чтобы краска впоследствии лучше ложилась, основу лучше загрунтовать. Я нарисовала небольшой шаблон крыльев ангела и перенесла его на фоамиран. Всего у меня получилось 8 одинаковых деталей. По краю делаю небольшие насечки ножницами, чтобы создать эффект перьев. Для того, чтобы заготовки не были плоскими, придам им изгиб, нагрев на утюге. Нагревать нужно в зеркальном отражении. 4 в одну сторону и 4 в другую. Не нагревайте фоамиран слишком сильно, он не должен скукожиться и слишком уменьшиться в размере, только слегка подкрутиться. Приклеиваю крылья, начиная с середины, а остальные детали приклеиваю наверх с небольшим сдвигом. И чтобы сердечко не выглядело плоским, всю остальную поверхность заклеиваю фактурным кружевом. Приклеиваю точечно на термоклей. Стараюсь наносить капли клея под крупные элементы кружева, ведь чем менее заметен будет клей, тем аккуратнее в результате будет выглядеть работа. Как вы уже знаете, я люблю вещи в винтажном стиле, поэтому крылья ангела окрашиваю не в белоснежный, а в цвет слоновой кости. После высыхания подложки в технике сухой кисти наношу более светлый оттенок. У меня это опять же не чисто белый, а слегка желтоватый. Благодаря такой нейтральной цветовой гамме, такими сердечками можно будет украсить дом не только ко Дню Святого Валентина, но и украсить ими елку. Для того, чтобы закрепить краску, всю поверхность нужно покрыть акриловым лаком. У меня лак глянцевый, но это совсем не принципиально, выбирайте тот, который больше вам нравится. Я еще решила покрыть полупрозрачными блестками, у них очень красивое деликатное сияние, и в целом подвеска будет смотреться более нарядно. Их совсем не обязательно приклеивать именно на лак, можно вместо него использовать клей ПВА. Второе сердце задекорирую с помощью самозатвердевающей глины и молда. Молд лучше смазать маслом или вазелином, чтобы легче было вынуть из него вензеля. Излишки глины убираю линейкой, чтобы она оставалась только в углублениях. Поверхность стабильно промазываю клеем ПВА и прикладываю молд. Благодаря толстому слою клея можно будет передвинуть элемент, если изначально он приклеен не очень ровно. Таким образом приклеиваю лепнину по всей верхней части и внизу, оставляя незаклеенной только середину и края.
По контуру сердца приклеиваю тесьму с помпонами. Можно также приклеить оттиски молдов или полубусины. Ну или вообще никак не декорировать, ведь неаккуратную заводскую спайку я зашкурила наждачкой. Серединку можно заклеить декупажной салфеткой, но у меня подходящих картинок не нашлось, и я решила просто вырезать сердечко из страницы старой книги. Можно взять любую распечатку и затонировать ее кофе, чтобы придать состаренный вид. Лучше, если это будут надписи на иностранном языке или, например, ноты. Потому что лично меня всегда как-то отвлекает написанный текст. Это сердце я решила сделать более темным. Покрываю его в 2 слоя акриловой краской кофейного оттенка. Краску наношу неравномерно, а похлопывающими движениями, чтобы оставить фактуру, которую подчеркну в технике сухой кисти оттенком слоновой кости, которым я красила первое сердце. Так у меня получаются подвески с разным декором, но которые сочетаются между собой. По краю бумажного сердца расставляю точки контурной краской для создания жемчужин. Их после высыхания также можно затонировать полусухой кистью, но на мой взгляд они и так довольно гармонично тут выглядят и слишком не бросаются в глаза. Таким же образом украшаю и крепление. Покрываю лаком только бумажное сердечко и посыпаю теми же блестками. Остальную поверхность хочу оставить матовой. Осталось только привязать петельки для подвешивания из джутовой веревки. Я очень довольна получившимся результатом. Как я уже говорила, благодаря такой нейтральной цветовой гамме сердечек, ими можно украсить дом не только ко Дню Святого Валентина, но они также хорошо будут смотреться и на елке. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось вам, то поддержите его, пожалуйста, лайком. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро.